интересуюсь политикой Молдовы и публикую статьи о происходящих внутриполитических событиях. Еще со школьных времен я дружил вместе с молдаванами. Они очень гостеприимный, хороший, дружелюбный народ. Когда я пришел в университет дружбы народов, я также начал взаимодействовать с молдавским землячеством. И мне понравилась их культура, понравился их стиль жизни. И мне захотелось побольше узнать об этой стране, об этом народе, об этой культуре. В Молдове на самом деле ситуация сложная, потому что там сейчас румынские интервенты, которые пытаются насадить чуждую культуру молдаванам, попытаться уверить их в том, что молдавского языка не существует их культуры, на самом деле они все румыны, и пытаются плавно раскрывать вот это окно Авертона для того, чтобы постепенно ассимилировать настоящий молдавский народ, который имеет на данный момент свою национальную идентичность с румынами, и впоследствии евроинтегрироваться, чтобы стать таким вассалом коллективного Запада. Я решил взять грант от ОНО Евразия для того, чтобы полететь в Республику Молдову и реализовать там квиз исторический, для того, чтобы поддержать связь между российским и молдавским народом. Это было трудное путешествие, потому что когда я туда летел, я прекрасно понимал, что меня ждут определенные трудности. И какие? Я полетел через Дубай, через Арабские Эмираты, приземлился в Кишиневе. Прежде чем я туда полетел, я с друзьями переговорил, что меня там может ждать, для того, чтобы отрепетировать все вот эти сложные моменты. Потому что мне говорили, что будут определенные эксцессы. Так и случилось. Когда я прилетел в Кишинев, я дал свой российский паспорт на паспортном контроле и сказал «Буназио», это привет по-молдавски. И когда увидели российский паспорт, сразу отправили меня в комнату для допроса. В комнате для допроса я сидел больше 3 часов. Меня расспрашивали о том, какая цель моего визита, почему я прилетел в Молдову, какое у меня отношение к военной службе и все в этом роде. То есть пытались как-то выискивать мою жизненную позицию, которую я не стал там раскрывать. Конечно же, лукавил для того, чтобы меня пустили в страну, и я реализовал свои цели. Меня просили рассказать, кому я еду, рассказать мою цель моей поездки. Я сказал то, что я еду на день рождения к другу. Я придумал эту историю, эту легенду для того, чтобы попробовать туда попасть. Меня спросили, что это за друг, к которому я еду, и попросили скинуть его документы. Я не растерялся, я вышел из комнаты для допроса, даже попробовал взять телефон сотрудника спецслужб Молдовы, служба информационной безопасности у них, это называется аналог нашего ФСБ, для того, чтобы позвонить молдаванину, моему знакомому, который мне скинет документы. Естественно, документы моего настоящего друга я кидать не стал, потому что его бы ждали проблемы на земле после того, как власти Молдовы узнали, зачем я прилетел и что я там реализовывал, что я там делал. В этой связи я им дал ложные документы, просто скачанные из интернета, пришел в кабинет к этому сотруднику, показал с каменным лицом, он посмотрел, он говорит, так у него же нет дня рождения, кому вы едете? Я говорю, тот друг уже, наверное, отмечает, спит, ничего мне не скинул, вот я к другому другу поеду, который меня приютит. Он говорит, а почему в России не отметить день рождения? Зачем к нам в страну приезжать? Вот с таким тоном мне говорит. Я говорю, придумал историю, что вот, понимаете, из-за специальной военной операции его родители уехали, и поэтому они в Россию больше не приезжают, поэтому пришлось прилететь мне хотя бы попутешествовать. Я говорю, посмотрите мой загранник, вот я первый раз вообще выбрался из-за границу, смотрю новые для себя окраины. Вот. И на этой ноте, после несколького поучительного разговора, мы смогли разойтись, и меня отпустили наконец-то в страну. Для того, чтобы не палить свой адрес, для того, чтобы они не смотрели, куда я перемещаюсь, я пошел к таксистам и спросил, в какую сторону Кишинев. Мне сказали, вон туда, где-то 10 километров в ту сторону. И я пошел, они мне в спину кричат, они говорят, там 10 километров, куда вы идете? Я говорю, я дойду. Прошел несколько километров, потом вызвал машину, остановился где-то в лесу, и дальше меня подхватили, и я доехал до места своего назначения. Цель моей поездки была реализовать грант. Когда я приехал в Молдову, я уже обжился. Были некоторые трудности с тем, что у нас было практически все готово перед моим вылетом к реализации этого гранта. Мне было необходимо провести интеллектуальный квиз
по сближению народов Молдовы и России. В рамках квиза я задавал такие вопросы, которые подчеркивали общую историческую связь между Россией и Молдовой, когда мы вместе участвовали в различных вооруженных конфликтах, когда мы вместе друг друга защищали, когда мы вместе прославляли нашу православную культуру и защищались от врагов по разные стороны баррикад. И когда я прилетел, у меня, в принципе, были договоренности по поводу помещения, где я буду проводить этот квиз, и по поводу людей, которые придут на этот квиз. Но впоследствии, когда я прилетел, мне сказали такую вещь о том, что не готовы предоставить ни помещение и не готовы предоставить людей. Это максимально разорвало все договоренности, которые у меня были, поэтому пришлось выкручиваться на месте. Я плюс-минус собрал людей, раскидал по чатам о том, что будет некоторое мероприятие, договорился о помещении, арендовал его за некоторую сумму денег, вот, и мы там все собрались и провели это мероприятие, так сказать, подпольно, в духе Великой Отечественной войны. Мне было очень интересно узнать, как молдаване относятся к России, к русскому языку и все-все в этом роде, потому что есть разные мнения относительно того, что сейчас молдаване максимально агрессивно относятся к России, к русским, и вообще терпеть их не могут. Они поддерживают Украину, там очень много украинских мигрантов приехало. И, конечно, хотелось это проверить и на практике. Я туда прилетел и специально начал ходить по всем местам, злачным местам, где это можно было бы проверить. Я пошел на рынок, который был рядом с моей квартирой, которую я впоследствии арендовал. Прошел на рынок, и там практически все разговаривали на молдавском. Но стоило мне говорить на русском, конечно, со мной переходили на русский язык, в этом проблем не было. Я зашел в магазин, покупал продукты, и мне хотели дать пакет и на молдавском языке. Я сначала не понял, что они сказали, я на русском проговорил, вы говорите, пакет нужен, они на русском мне также перешли, то есть в этом никаких проблем не было, все нормально относились и к русскому языку, и к России в целом, потому что в том числе, когда мы собрали квиз, мы общались на различные политические темы, и хотелось, конечно, узнать у молдаван, как они относятся к этой ситуации и как они видят вообще всю эту ситуацию изнутри. Потому что, конечно, сейчас в рамках такого цифровой суверенитизации очень сложно определить градус температуры по больнице в каждой стране. И то, что мы думаем в России, не всегда так, как есть на самом деле в той или иной стране. И наоборот. Исходя из тех людей, с которыми я общался, из тех молдаван, с которыми мне удалось поговорить, конечно, это была лояльная к России целевая аудитория, но они, конечно же, выразили поддержку Российской Федерации, они все понимают сложившуюся обстановку, в том числе со специальной военной операцией, то, что нас как бы загнали в угол нашей национальной безопасности, у нас не было выбора. Когда я летел в Кишинев, конечно, я ожидал худшее, но не сказать, что я был прямо шокирован тем благополучием, которое есть в этом городе, от того, что Молдова решила сменить вектор с евразийского на европейский, и как они рассказывают в своих средствах массовой информации о том, что Европа выделяет гранты на развитие там сельских территорий, на развитие и строительство дорог, школ, больниц, все в этом роде. Конечно же, это было не так. Если вы пройдете по Кишиневу, вы сможете обнаружить 1001 проблему. Первая проблема, вот давайте я их перечислю, это дороги. Когда вы идете по тротуару, который предназначен для пешеходов, вы можете встретить перед собой дом, и вам приходится переходить на другую сторону для того, чтобы просто пройти по дороге вперед. Постоянно сломанные трещины в дорогах, и, конечно же, либо их не ремонтируют, либо деньги выделяются на их ремонт за счет европейских там грантов, которые они там отмывают, а на самом деле они идут кому-то в карман. Другая сторона, это, кстати, очень поучительная черта, потому что когда я туда приехал, у меня не было оснований для приезда, потому что эта история, она была выдуманная. Если бы меня остановил полицейский на улице и спросил, проверил мои документы, конечно же, бы возникли проблемы. Поэтому меня немного пугали, когда мигалки на улицах работают от полиции, от скорой и так далее, потому что я не хотел попасть в их поле зрения. Оказалось, когда я шел по улице, практически всегда вот раз в час можно было услышать сирену полицейской машины. Мне молдаване рассказали о том, что полицейские Молдовы хитрые и такие,
сказать, наглая, потому что они включают мигалку практически в любых случаях. Не только когда это требуется для выяснения каких-то дел, но и когда они там за пиццей едут или в магазин им срочно надо, чтобы в пробке не стоять, а пробки там огромные, вот, особенно на той улице, в которой я жил. Вот. Что касается того, возможно ли приехать русскому гражданину в Молдову, я скажу так, это достаточно трудно, и без особых оснований вас не пропустят, потому что любой российский гражданин, который приедет в Республику Молдова, обязательно отправится в комнату для допроса, где сотрудникам спецслужб будет общаться вот на таком тоне, который я уже рассказал, где будет выяснять вдоль и поперек, зачем вы туда приехали, и действительно ли эти основания могут помочь вам, разрешить въехать в страну. Потому что когда я был в комнате для допроса, со мной сидело около 8-9 человек, тоже из стран СНГ. И они были депортированы, им было отказано в въезде в страну, была выдана такая бумажка, их отправили на самолете через час уже обратно в то место, откуда они приехали. Молдову до каникул можно рассматривать, так же, как я, придумать какую-нибудь легенду, попытаться туда въехать. Можно попросить коллег каких-нибудь выслать приглашение о том, что вы едете туда как сотрудник, устраиваться, там собеседоваться и так далее, вот, и попробовать туда въехать. Но, опять же, гарантий никаких нет.